Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня я покажу вам, как сделать браслет из бисера и стеклариуса. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выйдет новое видео. Сначала я начала черный браслетик, но мне показалось, что вам будет плохо видно. И я решила сделать видео мастер-класса из белого бисера, но черный я тоже закончила, чтобы вам наглядно была видна вся прелесть этого плетения в любом цвете. Для браслета на 18 сантиметров я взяла стеклариус 200 штук и белый бисер 5 грамм, это 450 штук. Для удобства плетения браслета я нарисовала схемку. Посмотрите, по схеме видно, что мы изначально набираем 9 бисерин. Первая у нас круглая бисерина, вторая это стеклариус, будем ее называть длинненькой. Значит, 2 круглые, длинная, 2 круглые, длинная и 1 круглая. Первый ряд. Значит, вот мы его набираем. Я их пронумеровала, чтобы было видно. Мы возвращаемся, закрываем круг, возвращаемся в первую бисерину. И дальше у нас идет длинная, 2 круглых. Захватываем из круга, это будет третья бисерина. И это будет первая после длинной в самом круге. И дальше продолжаем. Длинная, 2 круглых. И захватываем первую после длинной, длинная и 2 круглых, первая после длинной, и это уже 9, круг замкнулся, и дальше у нас следующий круг пошел, так же как и предыдущий. Это будет раппорт, длинная и 2 круглых. И дальше набираем длинная, 2 круглых, захватываем первую после длинной и продолжаем плести браслет до необходимой длины. Набираем первые 9 бисерин. Первая берем, закрепляем ее, оставим ниточку подлиннее. Я взяла двойную нить, потому что стеклариус острый на краях. Для прочности плетения взяла двойную нить. Первая. И дальше у нас идет еще 8. Длинная. 2 круглых, длинная, 2 круглых, длинная, 2 круглая. Вот у нас наши 9 бисерин. Возвращаемся в первую. Первую возвращаемся. Затягиваем плетение. Затягиваем. Дальше как по схеме. Длинная, 2 круглых. И первая бисерина после длинной. Длинная. 2 круглых, и первая бисерина после длинной. Длинная, 2 круглых, и первая бисерина после длинной. Длинная, 2 круглых, и первая бисерина после длинная, наша 9 бусинка, и она закрывает круг.
Первый ряд мы сделали. И дальше плетем до необходимой длины этим же раппортом. Итак, вот у нас уже получается, хорошо видно браслетик, и у нас заканчивается короткая нитка. Я хочу вам показать, как я удлиняю нить, как я завязываю уголки, для того, чтобы их не было видно. Вот ниточка у нас короткая, я теперь ее обрезаю с иголочкой. Так, и обрезаю так, чтобы одна из двух ниток была короче, а другая длиннее, чтобы у нас узелки располагались на разных уровнях, для того, чтобы они хорошо прошли сквозь бисерины. Я беру нить от нашего плетения, ложу ее накрест с новой ниткой, так, обвиваю ею новую нить. Получается как петля. И теперь я этим концом в петлю новой нити протягиваю кончик новой нити. Смотрите, нитка от плетения остается у меня в руках, я ее и не трогаю. Теперь я отпускаю и затягиваю узелок, чтобы он хорошо затянулся. Обрежу кончики я, ну, немножко обрежу, чтобы не очень были длинные, но оставляю. Вот, видите? Теперь вторую нитку, она двойная берется. Сначала я, значит, в свободный конец вставляю иглу. И второй узелок я делаю таким же самым образом, только он будет немного выше, чем первый. То есть ложу накрест нить от плетения на нитку от иглы, держу нить от плетения, образуя петлю. Так. И потом этой ниткой от иглы делаю петельку и протягиваю в нее, затягиваю узелок. Затягиваем ее и обрезаю чуть оставляя. И вот посмотрите, у нас получается два узелка на разных уровнях, для того, чтобы игла с нитью прошла легко через бисер. Понимаете? И продолжаем дальше плетение. Длинненькая, 2 коротких. Смотрите, как оно будет проходить теперь через эти узелки. Легко, видите? Первая бисерина после длинной. Протягиваем их. И дальше длинная. Две коротких. Легко проходят по узелкам. Видите, уже ниточки первого узелка прячутся у нас. Прячутся. Вот видите, уже первый узелок почти спрятался. Осталось чуть-чуточку. Вот уже кончики второго узелка прячутся.
можно сказать, что узелок спрятан. И все хорошо подтянули плетение, нигде не видно никаких узелков, ничего нигде не торчит. Вот я сплела браслет, мне нужно 16 сантиметров, этот край я уже закрыла. Я взяла несколько раз по 3, сделала петельку и присоединила кольцо. С этой стороны я также буду заканчивать, сделаю, чтобы было одинаково, как будто бы стоечку с петелькой и петлю с карабином. Значит, вот у меня нитка, я ее удлинила, как я вам уже раньше показывала. Видите, узелки на разном расстоянии друг от друга. И продолжаем, значит, закрывать. Значит, я набираю штучки 3 бисерины. Подтягиваем и несколько раз по 3. Все, поздравляю, браслетик наш готов. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выйдет новое видео. До новых встреч!